Китай отправляет людей на глубину 11 километров, в место, где давление раздавило бы человека, как бумажный стаканчик. Звучит как безумие, но именно туда, на самое дно Марианской впадины, спускается новая экспедиция. И то, что скрывается в этой бездне, способно изменить наше представление о жизни на Земле. Чтобы понять, насколько это дико, стоит взглянуть на цифры. Самая глубокая точка впадины называется бездна Челленджера. Расстояние от поверхности воды до ее дна около 10 900 метров. Это больше, чем высота Эвереста. Если поставить самую высокую гору планеты на дно этой впадины, ее вершина осталась бы под водой почти на 2 километра. А теперь про давление. На такой глубине на каждый квадратный сантиметр давит примерно тонна воды. Это как если бы на кончик пальца поставили небольшой автомобиль. Обычная подводная лодка, из тех, что ходят в открытом океане, сплющится в лепешку задолго до того, как приблизиться к этому дну. Металл трещит, стекло лопается, воздух внутри превращается в смертельную ловушку. И вот в это самое место Китай в 2026-м снова отправляет пилотируемый аппарат под названием Фэньдоудже. В переводе «борец». 3 человека садятся в стальной шар размером с небольшую комнату и добровольно опускаются туда, куда солнечный свет не пробивался ни разу за всю историю планеты. Спуск занимает несколько часов. Все это время они падают в абсолютную темноту, и связь с поверхностью держится на честном слове и тонком слое технологий. Долгое время считалось, что там, внизу, нет вообще ничего. Пустыня. Мертвая холодная вода под чудовищным гнетом. Ни рыбы, ни растений, ни намека на жизнь. Логика простая. Где нет света и есть давление, способное расплющить сталь, там жить попросту невозможно. Но именно эта уверенность и рухнула первой. Потому что когда прожекторы китайского аппарата впервые выхватили из мрака дно, экипаж увидел то, чего по всем учебникам там быть не должно было. И это было только начало. В свете прожекторов на дне копошилась жизнь. Мелкие полупрозрачные существа, похожие на креветок, сновали по илу. Их называют амфиподами, и они спокойно живут там, где давление раздавило бы любую подводную лодку. Более того, именно давление им и нужно. Вытащи такую тварь на поверхность, и она попросту развалится, потому что ее тело устроено под этот чудовищный гнет и без него не работает. Но амфиподы оказались только верхушкой. Ученые обнаружили, что в этих существах содержится вещество, которое защищает их белки от разрушения под давлением. Оно называется скатол, и концентрация его в тканях росла тем сильнее, чем глубже жило существо. Природа, получается, нашла химический способ выживать там, где физика говорит однозначное «нет». Дальше больше. Взяв пробы придонного ила, китайские исследователи обнаружили бактерии, которые питаются не солнечным светом и не органикой, а буквально камнями и минералами. Они получают энергию из химических реакций с породой. Такие микробы способны существовать вообще без солнца, замкнуто, миллионы лет. И это меняет саму рамку разговора. Если жизнь держится там, значит, она может держаться и на других планетах, где океаны спрятаны подо льдом, например, на спутниках Юпитера и Сатурна. Но настоящий холодок пробежал у экипажа, когда камеры зафиксировали на дне нечто, что живым существом уже не было. Среди ила и камней лежали яркие пятна — синие, красные, желтые, пластик, обертки, обрывки пакетов, куски упаковки на глубине почти 11 километров, куда за всю историю спускалось меньше людей, чем побывало на Луне. В самой недоступной точке планеты человек уже успел наследить. А в телах тех самых амфиподов, которые живут глубже всех, нашли микроскопические частицы того же пластика. То есть отрава добралась до существ, о существовании которых наука узнала совсем недавно. Впадина, которую считали нетронутым изолированным миром, оказалась связана с поверхностью куда теснее, чем кто-либо предполагал. И именно эта связь заставила китайскую экспедицию задать вопрос, от которого стало по-настоящему не по себе. Если наш мусор дошел до дна, что еще оттуда может подняться наверх? Ответ начал вырисовываться, когда датчики аппарата уловили странные всплески метана, поднимающиеся из трещин в дне. Метан на такой глубине — не редкость, но здесь он вел себя необычно.
Газ выходил из так называемых грязевых вулканов, холмов на дне, из которых сочится жидкая грязь и газы прямо из недр земли. И вокруг этих источников кипела своя, отдельная экосистема, не похожая ни на что на поверхности. Там жили существа, которые вообще не нуждаются в остальном мире. Целые колонии микробов образовывали ковры на камнях, а ими питались черви и моллюски, никогда не видевшие света. Вся эта цепочка держалась на химии земных недр. По сути, китайцы наблюдали жизнь, которая могла бы существовать, даже если бы солнце завтра погасло. Но интерес был не только научный. Марианская впадина лежит в зоне, где одна тектоническая плита уходит под другую. Именно здесь рождаются землетрясения и цунами, которые потом бьют по берегам Японии, Филиппин и всего Тихоокеанского побережья. Изучая дно впадины, можно понять механику этих катастроф, буквально заглянуть в место, где они зарождаются, до того, как они произойдут. И вот тут всплыла деталь, о которой говорят куда осторожнее. На дне впадины и ее склонах залегают редкоземельные металлы и марганцевые конкреции, темные шарики, набитые никелем, кобальтом, медью, тем самым сырьем, без которого не делают ни аккумуляторы, ни электронику, ни батареи для электромобилей. И тот, кто научится добывать это с 11 километров, получит рычаг влияния на мировую экономику. Китайские аппараты не случайно спускаются туда снова и снова, ставят маяки, оставляют датчики, картируют дно метр за метром официально, ради науки. Но карта дна самой глубокой точки планеты – это еще и карта будущих богатств, к которым пока никто не может подобраться. И пока одни ученые восхищались новыми формами жизни, другие уже задавались тревожным вопросом. Что будет с этим хрупким, замкнутым миром, который прожил миллионы лет в полной изоляции, если человек придет туда не с камерой, а с ковшом? Самое удивительное открытие ждало не на дне, а внутри самих существ впадины. Когда китайские биологи разобрали геном амфипод и глубоководных бактерий, они наткнулись на нечто, ради чего, возможно, и затевалась вся гонка ко дну. Эти организмы носят в себе ферменты и белки, которые работают под давлением и в холоде так, как не работает ничего созданного человеком. И вот в чем соль. Ферменты глубоководных бактерий способны расщеплять вещества, которые на поверхности почти невозможно разложить, в том числе нефть и, что важнее всего, пластик. Тот самый пластик, обломки которого нашли на дне впадины. Природа, столкнувшись с чужеродной отравой, начала приспосабливаться к ней быстрее, чем ожидал кто-либо. И если научиться выращивать такие ферменты в лаборатории, появляется шанс создать вещество, которое буквально ест пластиковый мусор. Дальше цепочка открытий пошла лавиной. Белки, устойчивые к чудовищному давлению. Это ключ к хранению лекарств и вакцин без холодильника. К новым материалам, которые не разрушаются в экстремальных условиях, к ферментам для промышленности, работающим там, где обычные разваливаются. Одна пробирка ила со дна Марианской впадины оказалась ценнее тонны марганцевых конкреций. Вот ради чего Китай раз за разом отправляет людей в самую враждебную человеку точку планеты. Не ради романтики и не только ради флага на дне. Тот, кто первым расшифрует биохимию этой бездны, получит патенты, лекарства и технологии, которые будут стоить миллиарды, и определять медицину и промышленность на десятилетия вперед. И теперь понятно, что скрывалось в бездне и почему это способно изменить наши представления о жизни. Оказалось, что жизнь не просто существует там, где ее быть не должно, она устроена так изощренно, что мы только начинаем понимать, на что она способна. Существа, которых нельзя даже поднять на поверхность целыми, могут подарить человечеству то, что оно не сумело изобрести само. Но у этой истории есть и обратная сторона, потому что там, где появляются миллиарды и патенты, редко остается место для осторожности. Гонка за дно уже началась, и Китай в ней не одинок. У Соединенных Штатов, Японии, России тоже есть аппараты, способные достигать критических глубин, и каждая из этих стран прекрасно понимает, что дно океана — это последняя неподеленная кладовая планеты. Проблема в том, что мировые законы на такую ситуацию попросту не рассчитаны. Международный орган, который должен регулировать добычу на дне океана, до сих пор не выработал внятных правил. А значит, тот, кто придет первым, будет действовать почти в правовом вакууме. И вот здесь начинается самое тревожное. Марганцевые конкреции,
Те самые шарики с ценными металлами растут со скоростью несколько миллиметров за миллион лет. Каждый такой шарик — это дом для микробов, червей и существ, которых наука еще даже не описала. Один проход добывающей машины по дну уничтожает экосистему, которая складывалась дольше, чем существует человек как вид. И восстановиться она уже не сможет. Никогда, ни за какое обозримое время. Первые пробные заезды таких машин по дну Тихого океана уже провели. Спустя годы ученые вернулись на те участки и обнаружили, что следы от гусениц лежат нетронутыми, будто их проложили вчера. Жизнь на этих полосах так и не вернулась. Мертвый шрам на дне остается мертвым. При этом сама впадина продолжает подкидывать сюрпризы. Во время последних погружений на самом дне зафиксировали течения, которые сносят частицы пластика и оседающий сверху мусор в определенные ямы, превращая их в свалки на глубине 11 километров. То есть даже без всякой добычи человек уже перекроил самую глухую точку планеты под себя. И финальная деталь, которую стоит держать в голове. В теле одного из тех амфипод, что живут глубже всех известных существ, там, куда не проникает свет и куда человек спускается лишь единицы раз в истории, ученые нашли частицы вещества, которые перестали производить еще в 70-х. Химикат, запрещенный полвека назад, добрался до дна Марианской впадины и осел в существе, которое никогда не поднималось к поверхности. Оно так и живет там, внизу, нося в себе то, что человек выбросил задолго до его рождения.